Дорогие друзья, мы приехали в Наньшань, буддийский центр. Погода, конечно, здесь очень-очень жаркая. Позади меня парковка для автобусов и такси. Мы же идем по направлению к Ticket Office. Tickets, вот написано. Итак, двигаемся по пешеходной улочке по направлению ко входу. Здесь, конечно, очень много народу. Да, наверное, сюда. Подходим к кассам, где сейчас купим билеты входные в Наньшань. Но народу сегодня к билетам не так много. Видимо, из-за того, что понедельник. 2 взрослых, 1 детский. 129 юаней взрослый и 108 юаней дети от 120 до 140 сантиметров. Ниже 120 сантиметров, как Варя. Как Варя. Бесплатно. За Софу половина цены. Да, Софа? Итак, друзья, купили билеты. Идем ко входу в буддийский центр. Вот отсюда мы зашли на территорию Наньшаня. Один челлендж пройден, как наш папа сказал. Второй челлендж — это найти бас-тикетс. Такие ворота нас встречают на входе в Наньшань. Дорога. Здесь продается всякая всячина. И браслетики, даже матрешки есть. Какая красота. Рука держит цветочек лотоса. При входе в храмовый комплекс посетителей встречают огромные ворота, выполненные в архитектурном стиле Северной и Южной династии. Как заходите с левой стороны, сразу турбас Ticket Office. Здесь можно купить билетики на автобус 30 юань. Купили 3 взрослых, 1 детский билет. Пойдем садиться на автобусе. О, какие кубики китайские. Ну-ка, давайте поближе подойдем. Что хоть продают-то? Заснять. Ну, какие-то ягоды. А, нет, шарики. Шарики. Ну, черепашки вон. Даже белочка в гнезде. Белочка в гнезде даже. Вон, смотрите, какие птички парят. Надо сфотографировать. Да, турбас Ticket Office. Вот она билеты проверяет. Заходим. Здесь садимся на автобус, который будет катать нас по всему Наньшаню. Народу много, но в принципе очереди в Китае двигаются быстро. Слева же от нас всякая еда, от сосисок до кокосов. Садимся на вот такой интересный паровозик. Да, на обратном пути поедем. Сейчас со статуи посмотрим. Какие колонны интересные. Расписаны с золотыми иероглифами. Буддийские каменные столбы, колонны с молитвенными флажками. Вон она статуя, 108 метров. Подойдем поближе. Гуанинь. Это богиня Гуанинь. Please enter left
and exit right. Заходить. Слева выходить, справа. Оттуда заходим. Да, все правильно, товарищи, вы говорите. Это буддийские монахи. Видишь черепашки плавают, которые кушать будут? Да, Там рыбки. а там вон кувшинки или лотос, лотос уже это. Черепашки. Ой, сколько черепашек прям. Да, видишь? Смотри, много-много, смотри, черепашек. Обалдеть. Ну, мы уже совсем близко почти подошли. На ступеньках какие красивые мифические драконы изображены. А здесь вон корова или бык. Уже смотрю, у них корова уже не первый раз я встречаю. Значит, эта корова же и у египтян тоже. С левой стороны одна рука богини Гуанинь. Сейчас мы подойдем к ней поближе. Правая рука богини показывает жест мудра. Кстати, размер этой руки полностью соответствует размеру руки на самой статуе. Вот она, собственно, сама статуя богини Гуанинь. Какое море! Да, шикарный вид, конечно, ничего не скажешь. Когда купать в море, еще они так. Вот она, красавица. Бодхисаттва Авалокитешвара. Кстати, друзья, на моем канале вы найдете видео про Тамгалы Тас. Это буддийский центр под открытым небом, расположенный недалеко от города Алматы. Да, у нас в Казахстане тоже есть отголоски буддизма, потому что шелковый путь проходил с Китая через недалеко от Алматы, через Казахстан. И, соответственно, буддийские монахи оставили у нас тоже свой след. И там 3 наскальных рисунка, среди которых есть Бодхисаттва Авалокитешвара. Вот она. Напротив статуи иероглифы китайские. А вот и с правой стороны вторая рука. Подойдем поближе. А левой рукой богиня прижимает сутру. Сходили и посмотрели статую богини Гуанинь. Сейчас пойдем посмотрим один из храмов. Садимся в еще один автобус. Едем. Наньшань Темпл. По дороге к Наньшань Темпл или к храму Наньшань мы проезжали еще несколько буддийских храмов, но не заходили в них. Но можно выходить с автобусика и посещать хоть каждый храм. Итак, храм Наньшань. Наньшань Темпл. Храм Наньшань – это самый большой, новейший буддийский ашрам в Китае за последние 50 лет.
известен как храм, скрытый в джунглях между морем и небом. Центр Наньшань состоит из 3 храмов, расположенных на разной высоте. К каждому из них ведет высокая лестница. По мере движения к другим храмам высота порогов увеличивается. Главный зал храма Наньшань называется Золотым храмом. В самом первом храме расположена статуя смеющегося Будды. Это один из богов счастья и изобилия в буддизме. Смеющийся Будда или Хатэй – символ достатка, процветания и благополучия. Он изображается обычно в виде полного человека с большим животом, дарующего людям счастье через свой смех. На входе Будду охраняет целая армия и представители 4 стихий. Выходим из первого храма. На выходе можно увидеть бутики с продажей буддистских статуэток и религиозных товаров. Перед храмами буддисты вместо свечей зажигают ароматические палочки, которые тлеют очень долго, иногда по несколько дней. Подошли ко второму храму храмового комплекса Наньшань. Внутри храма имеется огромное количество ячеек под стеклом, в которых расположены статуэтки Будды. В центре храма расположена статуя Будды. Четыре воина света, охраняющих Будду. Итак, третий храм по центру основной, а справа и слева еще маленькие храмы. Так, в правом побывали, теперь зайдем в левый. На подходе к третьему храму стоит бронзовая трехногая курильница.
В третьем храме в центре 3 Будды – прошлого, настоящего и будущего. По левую и правую стороны расположены, по всей видимости, статуи народностей мира, исповедующих буддизм. Но если я ошибаюсь, поправьте меня в комментариях. Башня буддийская, но написано, что сюда проход запрещен, поэтому мы не сможем подойти ближе, отснять, посмотреть. Может быть, там монахи живут, непонятно. Ну, красиво, конечно. От Наньшань Темпл, от храма Наньшань, мы вышли на смотровую площадку. Здесь отчетливо видно одно из 3 лиц Гуанинь, смотрящее в море. То есть одно лицо смотрит там, где мы сейчас были, на землю, и 2 лица в море. Но отсюда видно одно из них. Вот, кстати, красиво. Камушки. Ну все, мы вышли с храма Наньшаня. Идем обратно на бас-стейшн. Идемте кокос возьмем. Недалеко от входа, вон там вход в парк. Здесь расположен такой интересный мостик с красными фонариками. Хочу подойти и посмотреть его поближе. Огромный кувшин чистоты, выточенный в цельном камне и заполненный дождевой водой. Считается, что когда в мире прекратятся все войны и конфликты, вода из кувшина выльется на землю и очистит ее от зла. Какие классные слоники. Рядом прям с этим водоемом. Тоже ждет, видишь? Ручную. Ага. Напоследок покажу гонку желаний при входе-выходе из парка. На этом наша экскурсия по центру буддизма подошла к концу. Благодарю вас за внимание. На моем канале Ульяны Силиной вы найдете много интересных видео про Хайнань. Не забудьте подписаться на канал. До новых встреч!